Кожа получается перепаханная, уже потом можно поправить только с помощью лазерной коррекции. Иначе вы получите не очень красивый, растекшийся результат. Всем привет! Меня зовут Евгения Якушкина, я совладелец и топ-мастер студии татуажа ребровыми в Краснодаре. Сегодня мы поговорим на тему, как работать на жирной и пористой коже. У многих мастеров вызывает часто сложности этот момент. Начинают работать так же легко и поверхностно, как на обычной, на нормальной коже или на сухой, и работа очень затягивается. Допустим, если это растушевка, мастер проходит снова и снова и снова, видит, вернее, не видит никакого результата. И кожа получается перепаханная. Малейший нажим чуть сильнее оставляет яркое пятно, заглубление, которое уже потом можно поправить только с помощью лазерной коррекции. Почему сразу начала говорить о теневой растушевке? Волоски очень часто могут на такой коже подплывать, становиться толстыми, сплываться в пятна. Хотя, если мастер очень опытный, то и у него получается уложить волосок с одного прохода на такой коже, то он очень даже прилично и красиво может зажить. Но все же больше и чаще теневая растушевка. И если вы видите на первом проходе, что у вас нет эффекта, нет результата, то сразу меняйте что-то. Поставьте иглу под наклоном, немного усильте нажим, можно замедлить движение немного. Кроме того, есть особенность у жирной кожи. Вы, когда по ней работаете, обильно может выделяться сукровица, и вместе с ней значительная часть пигмента выталкивается и во время процедуры, и в первые часы после процедуры. Вы должны понять, что когда клиент приходит с такой плотной пористой кожей, нет смысла начинать на ней работать так же, как на нормальной или сухой, потому что пористая кожа, склонная к жирности, она имеет толщину эпидермиса большую, чем у других типов. И вам нужно приложить больше усилия, чтобы пройти слой эпидермиса и попасть в необходимый слой дермы, верхний слой. Резюмируем. Мастер начинает работать на такой коже так же, как и на нормальной, либо сухой. Второе. Мастер не меняет технику, даже видя отсутствие результата от начала своей работы. Третья ошибка – работа начинающих мастеров на жирной коже, выбирая волосковую технику. Эта техника для такой кожи может использоваться только опытным мастером, который может уложить волосок с первого прохода. Иначе вы получите не очень красивый, растекшийся результат. Я недавно на канале YouTube, очень волнуюсь, как видите, даже немножко раскраснелась, наверное. И мне очень важно мнение ваше. Если вам понравилось это видео и было полезно, поставьте лайк, пишите свои комментарии, вопросы в комментариях под видео. Подписывайтесь на наш канал, и если у вас есть сложности в работе с жирной кожей, под этим видео есть ссылка на наш сайт. Записывайтесь на обучение, мы поможем вам решить эти проблемы. Спасибо за просмотр, всем пока!